Картофельные гнезда. Звучит странно, но поверьте, это очень вкусно. Основой блюда, как вы уже догадались, является картошка. 4 клубня нарезаем овощерезкой и отправляем в воду. Удивительно, но картофелю тоже иногда полезно принимать ванну, чтобы отмыться от лишнего крахмала. Пусть еще немного полежит. Продезинфицировать наше блюдо поможет лук. Мелко и быстро нарезаем его, чтобы все полезные свойства не успели испариться. Теперь наше блюдо можно считать не просто едой, а настоящим лекарством. Постные продукты? Нет, это не для нас. Возьмем 120 граммов ветчины и порежем соломкой. Она придаст сочность и насыщенный вкус. Дальше с помощью сита сливаем с картофеля воду и отжимаем его. Смешиваем с нарезанными продуктами. Не удивляйтесь, но сейчас нам нужно смазать тарелку маслом. Скоро вы все поймете. Добавляем в картофельную смесь только белки. Этого достаточно, чтобы связать массу. А желтки убираем в тарелку. Благодаря маслу их потом не придется отдирать. Эта работа не для слабонервных. Рука не должна дрогнуть. Накроем яйца пленкой. Так, все идет по плану. Добавляем специи, соль и перец. А вот теперь еще один секрет – мука. Берем обычную, высшего сорта, поскольку у нас должно получиться что-то вроде картофельных оладий. Хорошо все перемешиваем. Совсем скоро вы увидите те самые гнезда. Разогреваем сковороду, выливаем масло. Сначала формируем одно гнездо. В центре небольшой горки делаем углубление. Все намного проще, чем вы можете подумать. Повторяем еще раз. Обжариваем 2-3 минуты на среднем огне. Итак, коронный выход желтков. Это место в центре специально для них. Что ж, пока получается неплохо. Главное, ничего не испортить на следующем этапе. Через 2 минуты с помощью лопатки нужно перевернуть гнезда так, чтобы они остались целыми и невредимыми. О, хвала небесам, у нас вышло. Первая порция блюда готова. Убираем на тарелку. Для тех, кто предпочитает яйца всмятку, есть альтернативный рецепт. Предварительно обжариваем гнезда с 2 сторон, чтобы они полностью приготовились. Затем вновь возвращаем гнезда в исходное положение и только тогда кладем туда желтки. Теперь они останутся жидкими. Убираем блюдо на тарелку. Этому кулинарному шедевру не нужны дополнения. Настоящая высокая кухня. И еще обязательно попробуйте оба варианта и выберите тот самый свой. Еще больше крутых рецептов в следующих роликах.